В Сибири осень, и температура опускается ниже нуля. Иногда идет снег, и я меняю летнюю резину на зимнюю. Честно говоря, я не ожидал, что чемодан с артефактами будет содержать такие интересные материалы и паранормальные предметы. Губная гармошка – это очень интересная загадка. Есть показания очевидцев, что при встрече с призраками люди чувствуют что-то похожее на ветер, на прикосновение воздуха. По спине пробегает холодок или наоборот тепло. А гармошка – это механическое устройство, и чтобы извлечь звуки, нужно пропустить воздух через металлические язычки. Значит, теоретически, души или призраки, имея некую плотную структуру, могут проходить через гармошку и издавать звуки. Я продолжаю исследование этого музыкального артефакта. Ну что, колеса поменял, все, уже стемнело, и можно отправляться в путь. Погнали! Так, я приехал на кладбище, близится полночь. Значит, сейчас я нахожусь немного в другом месте, не в том, в котором я был вчера. Вот, я хочу кое-что проверить, будет ли гармошка издавать звуки рядом с другими могилами. Потому что у меня есть предположение, что я попал на место, которое проявляет свою паранормальную активность. И вот вопрос, будет ли она играть в другом месте на этом кладбище. Зависит ли это вообще от какого-то места, от какой-то конкретной могилы? Или все-таки вообще само кладбище является паранормальным местом, и именно в нем, на территории вообще всего кладбища, возможна связь с духами. Вот такие интересные надгробные памятники. Видите, это еще советских времен, с военных. Так, ладно, давайте пойдем вперед. Будем потихоньку идти. Опять я отношусь к этому месту с уважением, поэтому хожу аккуратно, спокойненько. Ух ты! Вот старая ограда, памятник заржавел. Вот такая узенькая дверочка здесь у нас. Да. Ладно, опять я встречаю оградку без двери. Да, вот такие дела. Так, ну пойдемте сюда. Сейчас немножко зайдем вглубь. Так. Так, а вот здесь приоткрыта дверочка. Вот где-то закрыта дверь, где-то приоткрыта, а где-то ее вообще нет. Интересно. Конечно. Так. Идем сюда. Так, здесь я напоминаю, что рядом проходит дорога, и там за ней находится железная дорога. И вот, кстати, сейчас я не слышу, чтобы железная дорога проявляла много шума. Да, трафик действует, видимо, в разное время у них проходит. Так, ну все старенькое здесь вот. Старые оградки, прям видно, что все это. Ух ты, ничего себе, смотрите, какая старенькая могилка. Да, памятник прям вообще необычный. Вот, интересно, из чего он сделан. Явно какая-то металлическая была, какой-то механизм. Вот, звезда, значит, военных времен. Да, интересно. Ну ладно, мы пойдем сюда. Вот тут тоже, кстати, старые памятники уже покосились маленько. Да. Так, ну что, вот, значит, гармошка. Сейчас я буду делать следующее. Я буду ходить, дуть в нее и просить дать мне ответ. То есть в прошлый раз я просто с ней ходил и ждал ответа.
но его не было. Возможно, эту гармошку нужно активировать и самому в нее подуть. Поэтому вот план у меня такой. Эксперимент номер 1 начинается. Так, сейчас я тут осмотрюсь еще раз. Так, тут прям заросли очень сильные. Ну что ж, ладно, значит, буду где-то вот здесь ходить и ждать ответ. Так, достаем гармошечку, разматываем ее. На всякий случай у меня здесь шнурочек, чтобы она не потерялась. Ну что ж, начнем. Если вы меня слышите, дайте мне ответ при помощи вот этой гармошки. Если вы меня слышите, дайте мне ответ при помощи вот этой гармошки. Если вы меня слышите, дайте мне ответ при помощи вот этой гармошки. Ну что, ответа нет. Вполне возможно, что этот инструмент для общения с духами, он не активируется голосом, и работает он совсем не так. Ладно. Иногда какие-то потрескивания слышу. Какой-то металлический стук был. Вот, не знаю, что это. Но пока ко мне никто не приходил. О, ну, надеюсь, и не придет. Так, ладно, значит, сейчас я сделаю следующее. Я возьму штатив. Опять поставлю камеру статично, повешу гармошку, а сам уйду. Но это не будет тот же самый эксперимент, который я делал в прошлый раз, потому что я сделаю кое-что другое. Я кое-что поставлю еще. Сейчас вы все увидите. Надеюсь, будет какой-то результат. Так, значит, железная дорога начинает подавать признаки жизни. Металлические огнедышащие драконы начинают кричать, стучать, свистеть. В общем, делать все, чтобы создать огромное войско вот, металлических драконов. Так, куда нам идти-то? Сюда, получается. Поэтому я спокоен. Железная дорога начала свою работу. Ночную. Так, сейчас мы вот сюда придем и поставим камеру. Так, а куда мы придем? Дальше идем. Так, вот здесь я вижу срубленные или спиленные деревья. Вот они. Так, сейчас я здесь поставлю камеру и еще кое-что. Так, гармошку пока сюда положим. Сейчас мы увидим, что же у нас будет еще. А вот что. Значит, это у нас диктофон кассетный. Диктофон переделанный. Он записывает паранормальную тишину. То есть он пишет паранормальные звуки, которые мы своими ушами не слышим. А если кто-то не знает, что это за прибор, то у меня есть ролик, его можете посмотреть. Там я тестирую этот прибор и рассказываю суть его работы. Итак, ну что, ставим камеру, вешаем гармошечку, ставлю диктофон, а сам ухожу. И оставляю их здесь одних и надеюсь, что будет как в прошлый раз.
раздадутся звуки, и посмотрим, запишет ли что-то вот этот диктофон, будут ли какие-то голоса. Так, гармошку я привязал, повесил. Теперь включаем диктофон. Так вот, ставим его. Так, хорошо. Значит, камера стоит. Все, а я ухожу к машине. Так, все. Так, ну все, вернулся я к машине. Железная дорога. Все, начала свои звуки. Достаточно так уже серьезно она здесь шумит. Ну ладно, значит, я буду стоять и ждать, когда появятся звуки гармошки. Надеюсь, что они появятся. Все, ладно, ждем. Все, звуки начались. Все, пиликает. Не знаю почему, но у меня в голове прям стойкая мысль. Иди туда, иди туда. Все, надо идти. Эксперимент завершен. Раздались звуки. Так же, как в прошлый раз. Получается, что совсем не важно, в каком месте кладбища находится вот эта гармошка, потому что звуки раздаются, и значит, потусторонние сущности, души, там, умершие люди, не знаю кто, они пытаются через эту гармошку говорить. То есть они подают знаки. Но самое интересное то, что диктофон записал паранормальные звуки. Сейчас я включу видео. Сначала будут звуки с камеры, которые записали звуки гармошки, а затем я включу звук именно с диктофона. И мы послушаем, что это за голоса и что они говорят, если нам удастся их разобрать. Ну вот, вы сами все слышали. Сначала был голос, который просил о помощи, а затем добавились еще какие-то голоса, и получился хор. Ничего разобрать нельзя. Вот, ну что, я думаю, все-таки они что-то хотят до нас донести, что-то сказать, поэтому я думаю, без Паши здесь мы не разберемся, потому что я провел все возможные эксперименты, которые было можно, и выяснил, что гармошка работает, через нее некто или нечто пытается с нами поговорить. Ну, так как мы слышали голоса, то, скорее всего, это голоса умерших людей, то есть души пытаются нам что-то сказать. Попробую подключить Пашу и все-таки более глубоко разобраться в этом феномене. На следующий день я отправился к Паше и рассказал ему историю с губной гармошкой, а также результаты своих экспериментов. Паша, вот эта гармошка
Посмотри, может быть, считаешь какую-то информацию. Сильная вещь, сделанная темным колдуном, но использовалась светлым магом. А тот человек из прошлого, которого поймали на кладбище, он темный или светлый? Он светлый. А для чего он разговаривал с умершими людьми? Он хотел им помочь. Зачем? Незавершенные дела. А помнишь наше расследование в подземном переходе, где души угодили в ловушку, а мы им помогали? У них тоже были незавершенные дела. Да, верно. А здесь самый первый голос тоже просит помощи. Давай поможем ему, если получится. Ну а как мы ему поможем? Там целый хор голосов и вообще не разобрать, что они говорят. У меня есть одна идея. Нам нужно поехать на кладбище. Так, Паша, смотри. Значит, вот это кладбище, где я был. В прошлый раз я был в этом месте, а до этого я немножко там в стороне находился. Вот. Ну, как я понял, что душам, которые здесь есть и пытаются говорить через гармошку, им, в принципе, не важно, в каком месте кладбища мы находимся. Поэтому просто сейчас пойдем внутрь туда, а там уже разберемся. Хорошо, пошли. Так, Паша, смотри, идем сюда. Так, ну вот здесь я был в прошлый раз. Вот здесь я ходил, бродил. Да, вот видишь вот эти вот синие памятники. Ага. Вот, возле них играла гармошка сама. Я ее оставлял, вот здесь она играла. Паша, ну что, какая идея-то у тебя была? Идея у меня такая. Я запру душу в гармошке, потом мы уйдем с кладбища и будем слышать только ее. Я буду один. Жди меня возле машины. Хорошо, понял. Так, все, Паша работает. Я пошел в машину. Так.
Так, машина стоит, хорошо. Никуда не уехала без нас. Отлично. Ну все, жду здесь. Вообще идея здравая. Паша хочет запереть душу в гармошке. Мы выйдем с кладбища, и никто не будет мешать разговаривать. Потому что, когда начинает говорить толпа, то бесполезно. Ничего не понять, ничего не разобрать. Куча голосов. Вот. Ну что ж, ждем, когда Паша закончит свой обряд, или не знаю, что у него там за техники свои магические. Но я надеюсь, у него получится. Вот. Жду здесь как некоторое время, потом пойду туда сам. Если Паша не выйдет, минут через 15-20, если он не выйдет, пойду туда сам. На всякий случай, потому что безопасность превыше всего. Да. Так, что там? О, свет мигает. Вон он, свет. Паша, походу, идет. Идем навстречу Паше. Получилось. Уезжаем отсюда. Пошли. Паша, душа здесь, в гармошке? Да, душа здесь. Какая помощь ей нужна? В 90-е годы я работал водителем-дальнобойщиком. Меня остановили рэкетиры. Они требовали деньги за проезд. У меня не было денег, и я отказался платить. Тогда они захотели забрать машину и груз. Я стал сопротивляться, и меня застрелили. Они отрезали мою голову, а тело выбросили в лес. Голову они отвезли на стоянку дальнобойщиков. Бросили ее там и сказали: если не будете платить, с вами будет то же самое. Помогите мне найти мое тело. И тогда я смогу уйти отсюда.
Душа, а ты подскажешь нам, где искать твое тело? Да, я скажу, где оно лежит. Мы отправились в дорогу, а душа мужчины, убитого много лет назад и обезглавленного бандитами, указывала нам путь. Паша, ну что? Паша, Паша, стой! Че, Паша стартанул? Главное, чтобы не потерялся, чтобы у него фонарик не отказал. Так. Где он? Так, не вижу Пашу. Где он? Куда он делся-то? Паша, ты где? Паша, ты где? Вон он, свет горит. Нет, показалось. Или это Паша был? Ё-моё, куда он делся-то? Паша, ты где? Паша! Вон он. Паша, ты чё молчишь? Это здесь! Вот это место! Так. О, ну что, нашли место, где застрелили этого человека-дальнобойщика. И где ему отрезали голову. Вот, это лес. Здесь недалеко трасса проходит. То есть они не сильно далеко заходили в лес. В общем, увели его сюда. И здесь убили. И здесь, где место убийства, был Паша. Я вижу, что Паша очень плохо. Прям он в каком-то исступлении. Поэтому я его отвел немножко подальше, чтобы ему было полегче. А сам сейчас буду здесь искать останки тела. Ну, не знаю, что здесь я найду. Может быть, какие-то куски одежды, может, металлические пуговицы, пряжку от ремня или кости. Уже за столько лет наверняка все сгнило. Не знаю, удастся мне здесь что-то найти. Вот, тем более ночью. Ну, ладно, приступаю к поискам. Так, что тут? Дерево.
это тоже дерево. Опа. Кость нашел. Так. Кость нашел. О. Так, это что? Прям еще кость. Вот из земли торчит. Вот еще. Ё-моё. Нашел кости. Ну, не знаю, человеческие или животного. Как бы не сильно разбираюсь. Так, ну, по крайней мере, кости есть вот так прям разбросанные. Ну, ладно. Надо позвать Пашу с гармошкой на опознание. Да. Паша! Иди сюда! Иди сюда быстрей! Я тут какие-то косточки нашел. Да. Его кости. Мы нашли кости убитого много лет назад водителя-дальнобойщика. Душа убитого просит переместить их в его могилу на кладбище. И у нас есть два варианта. Первый – сообщить в полицию и рассказать все детали. Они сделают эксгумацию тела, проведут экспертизу, и если кости из одного скелета, то захоронят их в одной могиле. Но к нам у них будет много вопросов. Откуда мы узнали про кости, про дальнобойщика и как мы их нашли? И у нас могут быть проблемы. Второй вариант – тайно закопать найденные кости в могиле убитого дальнобойщика, и тогда его душа обретет свободу. Дайте совет в комментариях, какой вариант нам выбрать.